Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардюа. Сегодня я буду творить что-нибудь такое жестокое, ожесточенное, сумасшедшее. Просто отрыв башки какой-то буду творить. Знаете почему? Потому что я буду пробовать реализовать Кири Алхимика. Меня в комментариях как раз просили обновить его, потому что очень-очень давно не было его на канале. Поэтому присаживайтесь и поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Ну а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. А также на экране у вас там будет появляться QR-код местами. Так, на самом деле я не уверен, что я буду именно реализовывать здесь алхимика по одной лишь причине. Здесь есть слишком обалденные легендарки. Поэтому я как бы постараюсь, но если будет слишком хорошо идти совершенно иные керри, то скорее всего я буду играть именно через них. Но не хочу загадывать, поэтому будем отталкиваться, что будет идти. Но я вот сразу говорю, какая бы ситуация ни была, я постараюсь максимум выжить именно на алхимике. Максимум. А там уже посмотрим, как оно пойдет. Ну, в принципе, все, что хотел сказать. А еще тут вот такой вот моментик. Освещение у меня немножко сейчас хреновое, потому что у меня открыто окно. Я снимаю днем, а не вечером, как это обычно делаю. И ничего с этим я, к сожалению, сделать не могу, потому что... не буду говорить, короче, потому что не могу ничего сделать с этим, поэтому, уж извините за это, то, что будет такое вот не очень хорошее освещение, вот так вот. Там две пандочки у типочка, сейчас, как знаете, по закону подлости чуваку начнется пандапад, лютейший пандапад, но надеюсь, что такого не будет. Вот, по поводу алхимика, хотя нет, давайте так, сейчас сначала выпадет, опа, привет, мне это уже не нравится. Мне это уже не нравится. Это как бы приятно, но что-то мне подсказывает, что этот молодой человек мне не даст подышать. Кулон магии выпал. Так, привет. У нас запись удачной игры. Вот. Не нравится мне то, что тут попался против меня подписчик, потому что подписчик будет абузить против меня все мои советы, которые я говорю в роликах. Поэтому игра будет максимально ожесточенной. И, кстати, эту игру играю, если что, сам, без Марка. Вот, потому что мы с ним как-то не списали. Короче, просто играю без него, все, без подробностей. Вот, что еще хочу сказать, я говорю, что кулончик не выпал. И тут можно с этим кулончиком намутить движа, но на самом деле на канале слишком дохрена контента с этим кулоном, и я думаю, что, не стоит как бы сейчас пытаться через кулон играть. Я думаю, вы меня поддержите в этом, да, то, что не стоит. Но, блин, тут просто и легендарки бомбезные, прям... я даже на самом деле не знаю, типа, стоит, не стоит. Вот раз выпал кулон, хочется, конечно, его реализовывать. Но, блин. Ладно. Пусть пока что будет, а там дальше посмотрим, как оно будет, правильно? Сейчас спешить с выбором таланта не буду. Я хочу посмотреть, сначала выиграю раунд или проиграю. После этого уже буду отталкиваться и, соответственно, брать талантик. Вот, кстати, подписчик ко мне пришел. Скорее всего, он будет играть через воинов. И, скорее всего... Да не скорее всего, 100% будет он играть через воинов. У меня что-то такая чуечка, что он будет реально играть через воинов, потому что горного вождя нереально апнули. Кто вдруг не в курсе, то горный вождь сейчас как работает. Когда он берет свою цель, если вы помните, то раньше, когда он поднимал свою цель, вот эту цель вы не могли дамажить никаким образом. Сейчас же, когда он поднимает эту цель и бьет об пол, все ваши герои могут спокойно дамажить этого героя. Имба. Работает его способность сквозь БКБ, сквозь гритеров. Вообще ему насрать, короче, на то, что ты как-то его будешь контрить и тому подобное. Как по мне, это немного нечестно, то, что способность работает сквозь БКБ и способность работает сквозь гритеров. Ладно, окей, пусть БКБ это будет особенность. Но сквозь гритеров это уже какой-то абсурд, как по мне. Потому что и бессмертие тебе никак не поможет, и БКБ тебе не помогает. И как такое вот чудовище контрить, вопрос? Неизвестно. Бред, короче, то, что они сделали, именно то, что проходит свой контроль гритера. Ладно, хотя бы это гритерами мог бы его законтрить, но... ладно, короче, вы поняли. Что рассказывать? Вы все и так сами прекрасно без меня знаете, насколько это сейчас абсурдный герой, насколько он сейчас мощный. Вот.
По поводу алхимика. Алхимика на самом деле в текущем патче нереально сложно реализовать. Ему слишком до хрена надо. Ну, ему надо два основных предмета. Это кираса и щит 5 тира. Щит 5 тира, ну, мы берем, естественно, чуть ли не у любого героя, потому что щит 5 тира это имба в текущем патче, и грех его не брать. Вот так вот. Ну, это вы здесь сами знаете, да. А кираса нужна ему чисто для того, чтобы, когда он активировал свой ультимейт, под кирасом было по области слишком дохренища минус брони. Вот. Для чего мы берем кирасу и, соответственно, щит 5 тира. Щит 5 тира просто с шансом 40% может отразить все, кроме урона и дебафов с предметов. Но в остальном все может отразить. Жестко? Жестко. Ну, разрабы почему-то так сделали, зачем сделали, непонятно. Ух, как же мне повезло сейчас то, что баф гоблинов упал именно на Тинкера. Если бы не упал баф гоблинов на Тинкера, я бы здесь сдох. Но он не упал, и слава богу. Слава богу. Вот так вот, богу рандома. Богу рандома. Вот, что дальше ему нужны по предметам алхимику? На самом деле алхимику не нужна скорость атаки по нескольким причинам. То сборку, который я хочу вам показать, в этой сборке ему 100% не нужна скорость атаки. Ему нужны предметы на жизнь, и ему, соответственно, предметы на дамаг нужны. То есть щит 5 тира и кирасу мы берем, это жизнь. Бессмертие, ну тут уже надо смотреть, надо оно или не надо, потому что бессмертие это не ультра-имбовый предмет. Ну, причины я озвучил, то что если бессмертие сработало, то вас все равно будут бить, все равно будет срабатывать эффекты контроля, дебафа и т.д. и т.п. Это бредово, как по мне. Поэтому бессмертие такой сомнительный предмет, но если, в принципе, он может зарешать, то мы его, соответственно, берем. Если не зарешает, мы, соответственно, его не берем. Мы берем там предметы на дамаг по типу критов, рапиры, ну и так далее. Ну, рапиру мы берем только тогда, когда у нас есть предметы на живучесть, по сути, там БКБшка, наследие духа огня и т.д. и т.п. Вот. По скорости атаки, почему я говорю, что ему она нахрен не нужна? Она ему не нужна по той лишь причине, что я буду играть через троллей. Я хочу собрать 6 троллей и просто показать, насколько это будет жестко. Кто вдруг не в курсе, когда вы собираете 6 троллей и алхимиков 3 звезды, когда он активирует свой ультимейт, у него ломается анимация скорости атаки. У него там в 1 секунду, этого, конечно, не пишется, там пишется, что у него типа минимальная скорость атаки 0,1, но там на самом деле намного ниже опускается, потому что когда алхимик использует свой ультимейт, он понижает вот эту вот базовую скорость атаки. Именно базовую. Ту базовую, которая у него изначально. И он ее понижает до 0,5. То есть это самая высокая скорость атаки в игре, которая только может быть. Поэтому у него, когда под 6 троллями ломается анимация скорости атаки, и там просто такая вакханалия творится, что он там в секунду может миллиард урона нанести. То есть там в секунду не 10 ударов происходит, как написано, а там ударов 20-30. Может, ну, прям жестко начинается развал кабин. Вот. Сейчас, надеюсь, хорошая мне реликвия выпадет. Полезная. Очень на это надеюсь. Сейчас выпадет какая-то аптечка. Я сижу на винстрике. Я поэтому жрецов не продаю. На всякий случай. Ну, береженого Бог бережет, правильно? Возьму аптечку. Соответственно, с этой аптечкой я смогу максимально быстро в уровень выйти. Мне нужен 10 как минимум, чтобы на 10 мне падали фиолки как надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Реликвия талантов — это слишком имбовый предмет. Если честно, я вообще не хочу... Хотя и Мамора была классная. Но не, я возьму реликвию талантов. Я в него как-то побольше верю, чем в Мамору. Да, Мамора прикольная тема. Если бы мне сейчас алхимик ранее упал бы, я бы его закинул. 2 звезды бы имел очень довольно-таки быстро. Но. Не хочу, не буду. Мне может эта Мамора там миллиард лет сидеть. О, нормальный предмет. Миллиард лет сидеть может у меня там в скрытых предметах, в скрытых реликвиях. Я могу его очень долго не использовать. Поэтому, если что, то в будущем может упадет. А может не упадет. Не знаю, мне раз кулон упал, вообще можно было бы алхимика и через кулончик реализовать. Но не хочется так-то. Буду пока что покупать магов, а там посмотрим. Хотелось бы мне, конечно, еще и этого алхимика через энергию Киры сделать. Это было бы очень сильно, как по мне. Блин, как же мне 2 раза фартануло. Просто Тинкер сейчас просто божит. Ракетки раскидывает как надо. У меня редко Тинкер так раскидывает ракетки. В основном он раскидывает свои ракетки как попало. Вот как попало реально раскидывает. А тут он прям красавчик. Молодец, умничка. Можно было бы сыграть, конечно, в этой игре и через мехов, но я не очень хочу играть через мехов.
это не совсем рентабельно. Ну, в принципе, если рано приходят мехи, то можно было бы в действительности через мехов поиграть. Но я что-то не верю в то, что мне очень рано придут мехи. Не, если придут, классно. Если не придут, то нахрена оно надо? Это только боль и унижение ощущать. Болтов на 28 можно полный рот поиметь. Ну, такое. Такое себе. Кстати, ребят, хочу напомнить то, что кто пропустил мои стримы, во вкладке трансляции есть записи всех моих стримов. Имейте это в виду. Ну и, соответственно, на Twitch тоже записи выкладываются. Вот. Вот, вот, вот. Что-то еще хотел такое сказать. Что-то еще хотел такое сказать. Блин, если честно, с головы вылетело. Ну ладно, вспомню, скажу. Не вспомню, не скажу. Тогда это останется тайна, которая покрытая мраком. Настроение у меня, конечно, сегодня, знаете, такое хорошенькое, такое боевое. Вот что я хотел сказать. По поводу завтрашнего ролика. Скорее всего, завтрашнего ролика не будет, потому что на сегодня у меня огромные планы. Вот. Если получится, то вечером отсниму контент. Если не получится, то посмотрим. Ну, короче, я не буду, ну, вот, знаете, заранее вас обнадеживать и говорить, что 100% завтра контент будет. Просто знайте, что, скорее всего, его может не быть. Не быть. Но посмотрим. Посмотрим. А еще я так щеку прикусил сегодня, ребята. Утром проснулся, взял кусочек шоколадки под кофе, как грызанул эту шоколадку, как грызанул свою щеку. Я думал, что я отгрызу кусок щеки. Чисто, знаете, закусил бы. Шоколадка с мясом. Опа, алхимик, сюда. Сюда, молодой горячий, всего лишь на 14 раунде ко мне пришел. Да ни хрена себе. Блин, хочется, конечно, продать. Продать хочется. Халявные роллы сейчас не трачу. Буду тратить на 15 раунде халявные роллы. Потому что там я возьму талант на +1 уровень. Ну, то есть на +1. Ну, короче, вы поняли. На +1 шанс выпадения. Вот. И там я поролюсь. Буду ролиться как на 9. Вот так. Вот так вот. Поэтому халявные роллы будем юзать на 15 раунде с выбором таланта. А ну-ка, напишите в комментариях сейчас, что-то выпадет мне полезное, когда я буду юзать халявный ролл, или выпадет только боль и разочарование. Ну да, воина тут собирает он. Ну, я, знаете, я как в воду глядел, я Ванга, отвечаю. Ребят, если что, то на кофейной гуще гадаю. Кому интересно, записывайтесь на сеанс. Погадаю вам на ручке. Она пусть пока будет. Можно, в принципе, будет 6 гоблинов поставить попозже. В принципе, можно и после этого раунда поставить 6 гоблинов. Тогда у меня будет стол вообще мощный. Но придется лишиться бафа людей. Насколько это, конечно, профитно. Ну, в принципе, профитно. Пока все слабенькие. В принципе, я думаю, это будет профитно. Ну, посмотрим. Надеюсь, сейчас что-то хорошее выпадет. Тинкера моего загрызли тут. Беспощадные мобы. На втором месте непонятно, что собирает. Там через синергию наблюдателя играет. Так, несколько аптечек вижу там. И у подписчика тоже аптечка. Ни хрена себе. Не, ну антимаг это жир, конечно. Доставь. Хотя Зевс это жир. Возьму ману плюс 50, лишним 100% не будет. Так, антимага продам. Играем на мужика, без антимага. Ребят, за это 100% ставьте лайк, потому что вы видите, насколько я все делаю красиво. Без антимага играю. А это, извините меня, до хренища чего стоит. Я мог бы с этим антимагом так жестко наносить урон всем. Но по итогу, ради вас. Видите, ради вас. Антимага не покупаю. Чтобы контент был намного интереснее, чтобы игра была намного жестче. На самом деле у меня сейчас идеальнейший старт получился. Идеальнейший. У меня 10 винстрик, 100 хп, почти 9. Вкусненько.
Так, я ж надеюсь, я его сейчас снесу. Зеус. Хренась, хорош. Ой, хорошо. Ой, хорошо, ракетки в Кеза полетели. Хорош. Хилимся, живем. Санечек в прайме. Цветка. Не буду пока покупать, она мне не нужна. Так, собираются маги, собираются рыцари и собираются воины. Окей. Окей, я эту игру читаю как открытую книгу. То, что собирает. Воины, конечно, мне не нравятся. Хотя, на самом деле, если он не соберет горного вождя, я надеюсь, что он не соберет горного вождя, то у меня будет огромный шанс его снести. Потому что, на самом деле, если соберется сильный горный вождь, я, скорее всего, не смогу его снести адекватно. Потому что алхимик у меня будет один-одинешенек, и горный вождь его просто будет об пол бить постоянно. И все, и делай, что хочешь. А, я тут сдох. Прекрасно. Обидно, конечно, отдавать такой огромный винстрик ему. И алхимик пришел, 2 звезды. Ну, нормально. Тайминговое усиление, я считаю. Темпларка. Угу. Темпларка это, конечно, хорошо. Так, закидываю пока что предметы в алхимика, пусть будет. Раз пришел, надо его юзать. Ему кулончик пока что закинул, но я думаю, кулончик это, ну, ошибка, если честно. Потому что там он по минус броне нормально так бьет. Ну, хотя у меня синергия магов есть. Ладно. Продал одного игра, чтобы получить 3 монетки и чуть-чуть уровня купить. А, ну тут... Ну, тут меня сейчас легионка порвет, да? Нормально так легионочка повозвращала урона. Но она хотя бы меня не порвала, это радует. Это меня радует. Хорошо. Вертолетик. Сюда. Сюда эту прикол. Тайдуха есть. Ой-ой-ой. А вы знаете, что мы можем сделать вообще? А мы можем сделать там баф мехов. Придет Светка, мы можем сделать баф мехов. И кайфануть. Вертолетик, конечно, очень ранний пришел. Не знаю, я, если честно, не хочу через магов играть и через вертолетика керри, через кулон и посох. В следующий раз, может быть, в следующий раз. Сейчас, мне кажется, вот лучше дожать алхимика. Раз он так пришел в 2 звезды рано, надо дожать алхимика. Хочу вам показать именно контент. Контент на мужика. Контент стальные яйца будет называться. Ну просто реально, у меня хороший старт. 2000 урона, кстати, у вертолетика. Красавчик. Балансный герой. Не, на самом деле сейчас это легендарка в действительности. Та легендарка, которую хочется брать. Еще и тролль пришел, кстати. На секундочку. На секундочку, еще и тролль пришел. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, там 9 воинов, уже берсерк имеется. Но 25 хп. Окей. На самом деле... Может довольно-таки спокойно вытащить еще все. Инсек, кстати, собирается. Я надеюсь, конечно, это не будет инсек. Но что-то мне подсказывает, что это будет именно инсек. Сердечко мое чуешь, это будет инсек. Сейчас, если чихать начну, то 100% там инсектоид соберется. Я, по-моему, кстати, Да, я рассказывал в предыдущем ролике по поводу Никса и нежить. Ребят, не получается пока. Я пробовал несколько раз, у меня 5-я точка горит нереально. Нереально жестко горит 5-я точка. Ух ты. Так, ну что я хочу сказать вам? Что я хочу сказать? Что хочу вам сказать? Что нужно ставить баф гоблинов? Вот так. Красота. Я думаю, баф гоблинов сейчас это будет хорошо.
Баф гоблинов это будет то, что доктор прописал. Уверен в этом. Даже гадалки не нужно ходить. Все, надо идти в уровень. Просто нужно идти в уровень. Максимально быстро выходим в 10 и начинаем тупо ролиться. Кстати, вы заметили, как траектория ракеток летит теперь у Тинкера в дальние цели? Просто по... Просто... Интересно они сделали. Чисто артиллерийский удар. Ладно, вертолетика пока что закину, кулончик, пусть будет. Можно было бы... А может рискнуть и попробовать просто переработать сейчас предметы и найти щит 5-го тира. С щитом 5-го тира я себя буду вообще отменно чувствовать. Опа, все, ребят, все. Сижу до талого. Алхимик, так алхимик. Раз идет, надо юзать. Опять драконов собирается, это мне не нравится. Вот что, но 5 драконов мне не нравится от слова совсем. Жрецы, ну да, жрецы, на жрецов все максимально плевать. Жрецы это вообще не проблема. Че ты так жестко пробиваешь меня, дядя? Охренеть. Больно у него легионка так-то наваливает. Опа, о-о. А он баночки заюзал, у него 55 хп. Нормально так ему она восстановила. Не знаю, конечно, сколько у него там баночек было. Я надеюсь, если что-то он в комментариях напишет, если мы останемся с ним один на один, сколько ему баночки по итогу-то восстановили. Ну, по ощущениям, ему прям до хрена они восстановили. $30 плюс точно. На самом деле, реально легионка как-то нормально лицо отрывала, несмотря на то, что у меня синергия гоблинов имеется. О, там у него горный вождь, 2 звезды. Ля, они находят на 9-м уровне как. Жрецы, здорово. Чё, как оно? Нормально? Нормально. Мне нравится. Яйцо. Опа, опа, что я вижу? Сюда. 6 мехов. Добрый вечер. 6 мехов, это то, что доктор прописал. Легионочков 3 звезды там. Но больше всего я опасаюсь сейчас воина. Хотя можно, в принципе, сейчас воина вообще не опасаться. Ладно. Вот такие предметы я хочу рольнуть. Я хочу найти кирасу, либо же найти щит 5-го тира. Даже, наверное, щит 5-го тира в первую очередь хочу, нежели кирасу. Кирасу можно потом найти, а щит 5-го тира хочется сейчас найти. Давай. Молния, конечно, класс. Агоним класс. Перчатка на чистый урон не класс. Ну ты угораешь. Как же мне хорошо вертолет идет. Ну, я не хочу через вертолет играть. Я хочу играть через алхимика. Омника беру. Мало ли его в этой игре не будет. А у меня будет омник. Если получится его еще в 2 звезды вытащить, это будет вдвойне прекрасно. Хотелось бы, конечно, его апнуть в 2 звезды. Было бы для начала вообще прекрасно, но я вряд ли смогу апнуть 2 звезды. Обидно, конечно, что у меня упал камень Кира. Я рассчитывал на то, что мне упадет что-нибудь полезное. Камень Кира, типа, в принципе, тоже не будет таким уж и бесполезным предметом. Но я не хочу играть через камень Кира. Я думаю, это не та игра, чтобы играть через камень Кира. Гиперстон берем. Бабка идет. О. Тайдуху берем. Так, Омник в игре есть, Дизраптор в игре есть.
горный вождь. Ну, и горного вождя, если честно, я не хочу брать. Так, ладно. Золотые роллы меняем. Ставим троллей. Горного вождя. Так, у вас двоих тоже мы берем. Продаем вертолетиков. Так, горного вождя пока что убираем. Хотя на самом деле мне горный вождь не нужен, по сути. Так, в тайдуху закинем сейчас ману плюс 50. Мне нужен контроль в любом случае. Станчик от тайдухи это то, что надо. Так, мне не нужна. Ого! Учила и Тай, ты горный вождь. Ля, там вертолет у него настреливает, ни хрена себе. Хорош. Это прикол в том, что он еще в 40 монет сидит. Да. Без Кираса здесь явно ничего не сделаю и счета 5-го тира. Не, алхимику на самом деле так до хрена предметов надо, что ты просто, ну, в шоке сидишь. Так, тайдухов 2 звезды. Ой, 2 звезды. Тайдух, 2 темпларки. Омник. Ай-яй-яй. Так, темпларочек продаем. Отлично, омник 2 звезды, хорошо. Может яйцо потратить Тайда? Надо потратить яйцо в Тайда. Алхимика я смогу и так собрать, вдруг чего. Уберем волшебников. Уберем волшебников, пока они не нужны. Волшебники пока что не нужны. Да и в целом, я думаю, без волшебников сыграть. Хотя мне на самом деле бы хотелось поставить 6 троллей и 4 чернокнижника. Но в принципе, у меня омник 2 звезды, тайдухов 2 звезды. Мне в принципе этого за головой должно хватить. Поэтому в принципе можно убрать волшебников. Мне не нужны будут. Так, инсектоиды наказываем. Инсектоиды должны страдать, мы это помним. Инсеки это шляпный движ. Как же мне хорошая темпларка идет. И вертолетик. 2 дизраптора. О, не, ну 2 дизраптора это, кстати, вкусно. Можно оставить. Сайленс, я думаю, лишним не будет. Берсерк с щитом 5-го тира, серьезно? Кираса. Надо брать. Плюс броня и минус броня, когда ульта активируется. Это то, что надо. На самом деле, то, что там нашел Берсерк щит 5-го тира, это огромная проблема для меня. Я сейчас себе столько урона буду возвращать. Еще и легионка с чистым уроном через рыцарей. Да, беда. Это у нас драконы. Помянем их. Вертолет с камнем Кира. Сочувствую. Я уверен, что вертолет с камнем Кира отлетать будет сейчас. Что не в себя, несмотря на то, что он 2 звезды. Это слишком слабо, на самом деле. Типа, ему надо совершенно иные предметы. Совершенно иные предметы. Не, на самом деле, раньше была такая вот мета, грубо говоря. То, что ты берешь вертолетика, собираешь 2 звезды, даешь ему камень Кира и через 6 зверей. Это сильно. Но у меня есть такое вот прям жесткое убеждение в том, что это сейчас будет очень слабо. Ну, на первый день, точнее, на первые предметы ты не хочешь брать себе именно камень Кира. Ты хочешь что-нибудь другое. Так, легионка в 3 звезды с чистым уроном. Вот это вот огромная проблема, то, что легионка с чистым уроном. Просто жесть, она моего алхимика схавала за 3 секунды. Еще гребаная синергия рыцарей прокает по КД.
Так, яйцо хорошо. Берсерк звезды отлично. В последний момент именно приходит усиление. Не знаю, нужен ли мне дизраптор. Яйца я вообще не хочу, если честно, тратить. Я думаю, что дизраптор мне не особо нужен. Там щит 5-го тира в берсерке. Сейчас, если эта легионка найдет еще себе щит 5-го тира, я не знаю, каким чудом я буду выносить эту легионку. Просто с божьей помощью. Придется прочитать «Отче наш» прям в прямом эфире, так сказать. Мне нужен алхимос в 3 звезды как можно быстрее. Пожалуйста. Так, Мамора, хорошо. Еще один алхимик, отлично. Хренась. Пожалуйста, Мамора, не подведи меня. 3 раунда собираешься в 3 звезды, пожалуйста. Молю. И я это яйцо тупо потрачу на дизраптора. Дизраптора пока что не... А, кстати, знаете, что я сейчас понял? Что горный вождь-то будет имба под мою сборку. И, кстати, надо башер 1-го тира найти, потому что алхимик дает очень много тычек в секунду. И под башером 1-го тира это будет чуть ли не вечный стан. Правда, есть один нюанс. Его надо найти. Не, горный вождь, мне кажется, это будет лютая имба сейчас. Короче, смотрите, в чем суть. Горный вождь возьмет вражеского Кири в контроль свой. Начнет его бить об пол. И в этот момент все мои герои начнут хреначить именно вражеского Керри. И это момент, что тут у него и мифриловые доспехи, щит 5-го тира, и бессмертие. Вот это огромная проблема для меня. Это очень огромная проблема. Мою идею он, можно сказать, законтрил. 2 из 9. Хорошо. Так, гиперстон надо скипать. Плюс броню оставим. Да! Хорош! Хорош! Щит 5-го тира выпал. Отлично. Отличненько. Замечательно. Ты шо-то моему подписчику хорошо подфартило. И горный вождь, и берсерк. Все в 2 звезды. Еще и нужные предметы ему упали. Вот, кстати, добрый вечер. В вертолете, как ваши дела? Как ваше ничего? Нормально? Получай в табло. На самом деле, если бы у меня не щит 5-го тира был и не Кираса, то этот вертолетик имел бы право на жизнь. Давай, Мамора. 3 из 9. Давайте все вместе. Мамора. 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 Выходи. Выходи. Вот тварь. Вот тварь. Я ее так мотивировал сидел. Она тупо не хочет выйти. Опа, омник сюда. Омника будем покупать. Может быть, соберем его в 3 звезды. Омник полезный. И подхилит, и дебаф из себя скинет. Мамора, если ты сейчас не апнешься, я ж знаю, где ты живешь, а к тебе приеду домой. Мы с тобой устроим такую поножовщину. Надо сейчас будет посмотреть, как я против воина буду жить. Так, 5 магов. Фу, 5 магов. 5 драконов. Ага, спасибо. Щит 5-го тира ни один раз не вернул. Ладно, ничего страшного, бывает. ХПшки у меня еще много. Можно зачилиться, можно потерпеть. Мамора, пожалуйста, не делай мне нервы. Какая же ты мерзкая. А, ну спасибо.
Спасибо, Мамора, за то, что ты такая шляпная движ. Я ее просто... Вы же понимаете, я ее на 30-м раунде заобузил. Юзнул ее до таймера, закинул туда алхимика до таймера. И вот такую вот благодарность я получил. Опа, дизрапторов 2 звезды. Правда, без драконьего рога. Но все равно это будет заноза. Это будет проблема, то, что там дизрапторов 2 звезды. Этот сайленс, он душный, этот сайленс. Очень душный. Ладно, погнали. Смотрим за алхимиком. Сейчас на его скорость атаки. Опять этот дракон. О, а в этот раз щит 5-го тира сработал как надо. Так, разгоняемся. Блин, ну тут не видно особо. Сейчас посмотрим дальше, как будет. Надо в этого 5 дракона вынести. Гирокоптер там отлетел. На всякий случай... ну да. А смысл мне от гритера, кстати? А смысл мне от гритера, если гритер будет хреново смотреться? Горный вождь имеет такую особенность, что он может сквозь гритера брать в контроль. Хорошие предметы там, конечно, у него. Опа, башер 1-го тира. Можно, в принципе, рольнуть и взять башер 1-го тира. Это не будет ошибкой. Наоборот, будет полезно. Так, чекаем сейчас, как я буду дракона сносить. За 3 секундочки. Чекаем, чекаем, чекаем. Тык-тык-тык. Давай, давай. Поехали. Блин, закончились. Закончилось. Там берсерк нанес нормальный урон. Так, башер 4-го тира. Вот, кстати, башер 4-го тира я хочу взять. Надо башер 4-го тира брать. Он поможет мне против вот этих вот керри противных. Элементарно ту же легионку я просто не выпущу из контроля. Просто буду ее стоять на месте и душить. Прижму, так скажем, в стене. Угу. Драконь... Вот это вот, конечно, заноза. Драконий рог мне вообще не нравится. Надо сейчас делать расстановку. Кто вдруг не знает, как работает дизраптор, ребят, то дизраптор кидает свою способность в огромную толпу народа. То есть туда приоритетно будет лететь именно тучка. Все берут горного вождя. У легионки щит 5-го тира. И она находится на той стороне. Так, воин, здорово. Почему в Омника полетел сейчас башер 4-го тира, а не в горного вождя? Мне может тут это объяснить? Какого хрена происходит? Почему в Омника, а не в горного вождя? Рыцари мне нужны? На самом деле не особо мне нужны эти рыцари. У той духи и Хекс, и Арчит. Ну, по идее, у меня алхимик должен доставать до него. Поэтому, в принципе, башер 4-го тира должен прилететь. Я, кстати, горного вождя как-то вот так поставлю. Я еще не до конца уверен, если честно, то, что мне нужны именно рыцари. 4 штуки. В принципе, как приятный бонус тупо будет. Опа, баша 4-го тира. Добрый вечер. Ты духа кастуй! Хорош! Успел раньше сгрызть этого тайда вражеского. Кез с кулонами, перчатка 5-го тира. Вот это вот гениальная комбинация, ребятки. Надо взять у него пару уроков. Сразу видно. Рабочая схема. Так, ну предметы 4-го тира мне не нужны, а вот предметы 5-го тира я бы хотел взять. Там есть и бессмертие, и маска, и криты. Но я буду брать бессмертие, потому что за время действия бессмертия я, в принципе, нормально могу так навалить движка.
Самое главное, чтобы меня просто горный вождь не взял в контроль. Так, легионка на этой стороне, иди сюда. Иди сюда, моя сладенькая булочка ты. Булочка с корицей. Так, сейчас, по идее, я должен прям легионочки в табло прописать. Вот прям между глаз. Так, здорово. Ладно, Башар полетел в горного вождя, окей. В принципе, ничего страшного. Легионку мы кое-как загрызли. Оп, Башар. Не, ну Башар первого тира это, конечно, имба. Я уже не говорю за Башар 4-го тира. Так, 3 хп, 9 хп. Надо взять 11-й. Да не, ну как? О, ребята, у нас огромные проблемы. Вот эта вот хрень, которую он собрал сейчас 3 звезды, это самая плохая для меня новость. Чтобы вы понимали, у него все предметы контрпик моего билда. Башер 4-го тира не работает, мифриловый доспех, потому что он его эвейдит. Это огромная заноза в заднице. Да, ну вот просто Башер в никуда полетел. А нет, хорошая игра, спасибо. Так, куда ты? Куда ты еще? Так, взаимно сразу напишу. Куда ты там расслабил свои булочки? У тебя еще все впереди. Не недооцениваю горного вождя в 3 звезды. Блин, Дум! Щит 5-го тира не отразил Дум. Обидно. На самом деле он слишком рано недооценивает горного вождя. Горный вождь в 3 звезды это еще та заноза в заднице, которую очень тяжело будет законтрить. При том, что у него такие хорошие предметы есть. Если бы у него там не было бессмертия, не было щита 5-го тира, или не было бы хотя бы мифрилового доспеха, тогда бы да, я сказал бы, что скорее всего ему будет ГГ 100%. А так как у него там все есть, у него по сути щит, бессмертие, мифриловый доспех. То есть он защищен 100% от любого таргетного контроля. Ну, один раз, конечно, но... Ну как один раз? Раз в 15 секунд он защищен от любого таргетного контроля. То есть, по сути, от моего башера он защищен на 200%. Ну ладно, посмотрим, какой еще и будет исход битвы. Потому что у меня 70 хп, я, в принципе, могу еще долго жить. Это проблема, если честно. Самое главное, чтобы он не брал моего Кири в контроль. Да и даже если он будет кого-то другого брать, он будет его бить об пол, и это, соответственно, станчик. Но это все мне не надо, если честно. Блокировка синергии, ну, не хочется как-то. Можешь попробовать зарандомить, а вдруг, чем черт не шутит. Башер 1-го тира, кстати, перекинул в другого человека, какого-то. Мне не особо нужен. Может, Горн? Не, Горн фигня. Дум. Ну, кстати, Дум может и помочь. Ну, попробуем Дума поставить. Дай бог, чтобы Дум полетел именно в горного вождя. Просто в чем суть? Если горный вождь вражеский сейчас возьмет под контроль моего Кири, он его тупо не выпустит. И все в округе, кто будет находиться в области действия способности горного вождя, он и будет тупо вечно станет. Вечно. И они даже не смогут ничего закастить. Вот в чем проблема. Вот из-за чего я говорю, что это огромная проблема для меня. Это такая заноза в заднице, что не передать словами. Так, ну тут легионка в афиге. Потому что у меня и Баша 4-го тира, и Безоруш. И еще тут горный вождь. Отцепись от меня, ну пожалуйста. И еще и Сайленс от Дизраптора. Отцепитесь, ребятки. Я не местный. Не бейте. Так, хорошо, отлично. Так, все, минус 1 занос в заднице. Топ-2 мне уже обеспечено. Работаем дальше.
Может, дизраптора взять? Возьму на всякий случай. Вдруг Дум не поможет. А Дум может не помочь. Горного вождя скипа, потому что горный вождь мне ничем не поможет. Так, ну надо найти что-то на дамаг. Я думаю, криты какие-то. Маска мне не нужна. Ну, можно и маску, конечно, но маска мне не нужна, мне нужен урон. Поэтому берем криты. Я в криты верю. На самом деле у меня есть обезоружие, у меня есть башер. По сути, что из них первое сработает, сработает второе. Но на обезоружие как-то плевать. Ой-ой-ой-ой. Он горного вождя переставил, для меня это пока хорошо. Ладно, нехорошо, там с мифриловым доспехом в любом случае сразу кастует. Прикиньте. Все. Вот то, о чем я говорил. Как только горный вождь начинает бить об пол, там работает вечный стан по округе. И, соответственно, все не могут кастовать. Потому что он тупо срывает им анимацию этой каста. А еще бессмертие. Тоже говна предмет. Но это будет проблемная сейчас тема. Я не знаю, как его сейчас законтрить. Надо сайленс. И надо, чтобы Doom хорошо закастился. Попробую умников 3 звезды поставить. А ну, я попробую сейчас, знаете, как сделать? Я сейчас попробую сделать расстановку такую хорошую, чтобы башер пролетел именно в горного вождя. Посмотрим, что из этого выйдет. Надо сейчас посмотреть, куда горный вождь будет. Точнее, где будет горный вождь стоять. И под ту точку ставить своего алхимика. Вот у меня, по сути, 2 предмета на контроль. Один предмет скинет мифриловый доспех, второй нанесет урон. Так, вот горный вождь. Ну-ка, ну-ка. Игра, ты совсем охренела? Почему башер 4-го тира в Тусика полетел? Алло! Чё за херня происходит? Какого хрена в Тусика? Боже, какая дебильная игра, я в шоке. Чем игра орудовалась, чтобы баш полетел в Тусика? Будем пробовать как-то через Silence играть. Какой бред, боже, фу. Это тупо бред. Прикол в том, что против горного вождя такого не помогают гритеры. Оп. Под тайдуху поставил. Тайдуха, лови стан. Да почему в Дума полетел? Я не понимаю, почему в Дума полетел башер 4-го тира. Почему не полетел башер в Тайда? Передо мной же Тайд стоит. Это самая дорогая фигура. Как работает башер 4-го тира? Башер 4-го тира работает по самой высокой стоимости. То есть сначала идет тир, потом стоимость и все остальное. Какого хрена происходит? Я не понимаю. Я реально не понимаю этого прикола. Баши срабатывает в области радиусе одной клетки. И он в первую очередь бьет по тиру, цене и все остальное. Ладно, может сейчас выпадет БКБ, у меня алхимик за БКБ хотя бы там пока находится все в стане и тому подобное, хоть половину фигур может снести. Но БКБ вообще это юзлес против горного вождя. Он мне ничем не поможет, это БКБ. Берсерк идет. Тайдуха идет. Спасибо, не надо. Там Тай тоже в 3 звезды у молодого горячего. Это все мне тоже не надо. Дагон. Дагон!
Ладно, давай поищу предмет 5-го тира. Маску возьму. Чем черт не шутит. А вдруг маска поможет? Сейчас Рики надо, кстати, будет. Сейчас гениально нужно поступить. Сейчас нужно поставить Рики красиво. Может, Рики сейчас и зарешает мне игру. Минута молчания. Все сейчас затаили дыхание. Поможет он мне или нет? Так, лоу хпшных поставлю под горного вождя. Но я думаю, он не тупой. Он сейчас переставит горного вождя под моего алхимика. Смотрите. Оп, оп, хорошо. Хорошо. Башер в любом случае сейчас полетит в Дума, да? А, в селедку полетел Баш. Тупая игра. И у меня Тайдуха не успел стан закастить. И Дизраптор не успел сайленс накинуть, прикиньте. Ля, бред какой. Ну, все как бы. Да. Ладно, сейчас попробуем. Сейчас деремся до конца. Сейчас нужно поставить Дизраптора на первую линию. Чтобы Дизраптор получал в лицо урон. Регенил таким образом ману. И чувствовал себя прекрасно. Сейчас нужно, чтобы все звезды сошлись на небе. Во-первых, нужно, чтобы... Его горный вождь и Тайд попали под сайленс моего Рики. Это раз. Во-вторых, нужно, чтобы Дизраптор закасил свою тучку. Это два. А в-третьих, нужно, чтобы Тайд накинул свой стан. И таким образом у меня будет шанс вынести этого горного вождя. Нужно, чтобы как можно больше фигур у меня сохранилось. И горный вождь бил не моего алхимика. Так. Блин, не успел переставить. Ладно, сайленс достал. Сайленс по горному вождю достал. Еще и Дизраптор закинул сайленс в горного вождя. Отлично. Давай. Гаси его. Гаси. Сработал. Сработала одна хрень. Давай. Просто тигр. Дай 2 яйца мне. Дизрапторов 3 звезды поставлю. Сейчас все решит одно мгновение. Расстановка. Хорошо, что он БКБ не нашел. Но это такой бред, согласитесь, то, что Башер летит в того, в кого не надо. Такой бред, бог ты мой. Давай, пожалуйста, сейчас все четенько сделаем, красиво. Рики сейчас поставим еще хорошо, грамотно под его... Ныша, как она? Как она? На имбе поиграл? Ну чё, как она? Какой же щит 5-го тира неимбовый, да, кстати? Заметили, сколько раз он сработал только что? Да, я ему выбил бессмертие, но тем не менее. Так, остался Омник, остался я. У меня есть Баша 4-го тира. Дай бог, чтобы все срабатывало как надо. Отпусти. Отпусти, говорю. Омник подхил. Хорош. 0 урона. Выгрыз победу. Чисто выгрыз победу. Просто тигр. Лев. Ху. Жесткие ребятки, конечно. Но мой подписчик хорош, конечно, хорош. Ему не повезло, скорее всего, с БКБ, либо с драконьим рогом. Я уверен, что он искал либо БКБ, либо драконий рог. Уверен в этом. Но абузить имбу против меня... Не надо так делать. Не надо, играть честно. Я что же не на небес играл, видишь? Видишь, я не собрал гирокоптера в 3 звезды с кулончиками 9 магов. Так бы там была такая заруба. Но я этого не сделал. Не, ну красивая игра была. В любом случае, я доволен. Даже если бы я топ-2 отлетел, игра слишком хороша. Прям такая, ну, с неожиданным финалом. Очень кайфовая. Не обидно было бы проиграть, вот честное слово. Не обидно, вообще ни разу. Но просто меня на самом деле бесит то, что горный вождь работает сквозь БКБ, сквозь гритеров. И как контрить это говно, я не понимаю. Вот у меня, по сути, был Башер 4-го тира, но у него был мифриловый доспех.
И тем не менее, у меня была безоружка, который летел в любом случае в горного вождя, потому что у него самая большая тычка была из всех его героев. Срабатывал мифриловый доспех, и по идее баша 4-го тира должен был бы сверху сработать. Но не тут-то было. Игра говорит такая: Саня, не, мы так не работаем, мы так не работаем. Мы работаем хреново. Короче, обалденная игра. Обалденная. Что думаете по поводу этой игры вы? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.